Прежде чем мы перейдем к идеальному составу корма, секретным ингредиентам и полной калькуляции, вы должны понять главное. Пока вы кормите своих кур покупными, дешевыми комбикормами, вы теряете деньги, время и продуктивность каждый день. И все это происходит не потому, что вы что-то делаете неправильно, а потому, что вас системно кормят мусором, называя его кормом. То, что я сейчас скажу, неприятно слышать, но это правда, с которой сталкивается каждый второй птицевод. Вы покупаете мешок, на котором написано «полнорационный корм». Там обещаны витамины, минералы, белок, кальций, сбалансированность. Но стоит открыть мешок, и сказка заканчивается. Что вы видите внутри? Пыль. Сырая, серая, вязкая пыль, которая поднимается облаком, когда вы пересыпаете корм в ведро. Этот порошок забивается в ноздри, липнет к рукам и выглядит так, будто его собрали с пола мельницы. Это не корм. Это отходы производства, перемолотая шелуха и то, что курица физически не способна съесть. Производители прекрасно знают, что пыль – это отходы, которые никто не возьмет отдельно. Но если смешать эту пыль с небольшим количеством зерна, добавить ароматизатор и насыпать в красочный мешок, получается корм, который продают в десятки раз дороже его реальной ценности. Теперь задумайтесь, почему, высыпая корм в кормушку, вы видите, что треть его объема – это легкая серая масса, которую птица даже не трогает, потому что курица умнее производителя. Она инстинктивно понимает, что в этом нет ни калорий, ни энергии, ни полезных веществ. Она разгребает пыль лапами, рассыпает ее вокруг кормушки и берет микроскопическую часть зерна, которая там действительно присутствует. Но самое хреновое начинается дальше, когда вы понимаете, что это не разовая ситуация и что вы за это платите. Давайте считать спокойно и честно. Если у вас 20 кур, вы покупаете один мешок корма в неделю. Это 52 мешка в год. Цена одного мешка около 550 рублей. Вы тратите 28 600 рублей в год только на корм. Неплохо, да? Теперь внимание. До 30% содержимого дешевого комбикорма – это пыль и отходы, которые птица не ест. Посчитаем. 30% от 28 600 – это 8 580 рублей, которые вы выбрасываете в подстилку. Непереносно, буквально высыпаете на пол. За эти деньги вы не получаете ни одного яйца, ни 1 грамма мяса, ни 1% пользы. Это чистый, прямой, тупой минус. Но если бы все ограничивалось финансовыми потерями, это бы еще можно пережить. Проблема глубже. Когда курица недополучает белок, витамины, кальций и энергию, она начинает нестись пустым яйцом. Это не научный термин, это реальность. Я называю пустым яйцо, которое выглядит нормальным. Скорлупа вроде есть, размер нормальный, форма правильная, но внутри нет жизни. Желток бледный, водянистый, рыхлый. Белок растекается как вода. Такое яйцо нельзя использовать для инкубатора. Эмбрион в нем просто не развивается. Такое яйцо нельзя продать как домашнее. Оно не выдерживает даже дня хранения. Такое яйцо не дает вашему организму ничего полезного. Ни витаминов, ни плотности, ни насыщения. И вот что важно. Пустое яйцо – это не особенность курицы. Это прямой, неизбежный результат дешевого корма. Вы можете менять петуха, менять породу, менять гнезда, ставить лампы, давать ракушку, делать все, что угодно. Но если в кормушке мусор, вы никогда не увидите стабильной яйценоскости. А теперь вдумайтесь, вы тратите 28 тысяч рублей в год. Из них почти 9 тысяч на пыль. Оставшиеся 19 тысяч идут на корм, в котором нет белка, нет витаминов, нет минералов. Это значит одно. Вы покупаете не корм, а иллюзию корма. Вы по факту платите за упаковку, за печать на мешке, за ароматизатор, за подкрашенные гранулы, но не за питание. И еще один показатель, о котором никто не говорит.
Куры на дешевом корме едят больше, чем на качественном, потому что организм пытается добрать то, чего нет. Это то же самое, что кормить человека белым хлебом и ждать, что он будет сыт. Организм требует еще и еще, но получить нужное не может. Птица тратит энергию на переваривание мусора, перегружает желудок, но яйцо не создает. Потому что яйцо создается не из пыли, а из белка, энергии и витаминов. И до тех пор, пока вы кормите птицу тем, что называют кормом производители, вы будете получать ровно то, что они заложили в мешок – пустоту, пыль, оболочку без содержания. И когда птицевод спрашивает, почему мои куры не несутся, я почти всегда отвечаю, потому что они едят то, что только выглядит как корм. Но это только начало. Потому что дальше мы разберем, каким должен быть корм на самом деле. С точными пропорциями, с объяснением белка и кальция, с тем, почему сыпать зерно – это путь к ожирению и нулю яиц. Но прежде чем идти дальше, запомните главное. Вы потеряете не только деньги, но и время, если будете надеяться, что дешевый корм даст вам полноценное яйцо. Он не даст. Он создает только внешний вид, пустую форму. И чем раньше вы это поймете, тем быстрее увидите реальный результат. Теперь давайте разберемся с тем, что действительно работает. Не теория, не кто-то сказал, а практика, на которой держится хозяйство с нормальной яйценоскостью. Корм – это не просто еда, это сырье, из которого курица буквально строит яйцо. И если в этом сырье нет нужных компонентов, яйцо не появится. Никакие лампы, витамины в воде или особые породы это не компенсируют. Начнем с базы. Зерновая смесь. И вот здесь большинство делает главную ошибку. Сыпят одно зерно – пшеницу или кукурузу, или что есть под рукой. Кажется логичным – зерно – это натурально. Но натурально не значит правильно. Когда курица получает одно зерно, она получает перекос по питанию. Например, одна пшеница – это в основном углеводы. Кукуруза – еще больше углеводов и жира. Ячмень – клетчатка, но без достаточной энергии. И организм курицы начинает работать неправильно. Она ест много, но не получает баланс. В итоге энергия уходит в жир, а не в яйцо. Именно поэтому у многих курицы становятся тяжелыми, двигаются меньше, сидят, жрут и не несутся. Это не болезнь, это перекорм неправильным составом. Теперь даю рабочую схему, которая дает результат. Основа корма – 40% пшеница, 30% кукуруза, 20% ячмень, 10% все остальное. И это самое важное. Почему именно так? Пшеница – это база. Она дает стабильную энергию без перегруза. Курица на пшенице не взрывается по жиру, а работает ровно. Кукуруза – это усилитель. Она калорийная, она дает яркий желток. Но если ее дать слишком много, птица жиреет. Поэтому 30% – это потолок, который дает цвет и энергию, но не убивает яйценоскость. Ячмень – это стабилизатор. Он добавляет клетчатку, он замедляет переваривание, он не дает корму пролетать впустую. Теперь внимание! Самая недооцененная часть – те самые 10%. Именно здесь решается, будут яйца или нет. Потому что яйцо – это не углеводы, яйцо – это белок. Если в рационе мало белка, курица не может собрать яйцо, физически не может. Она может жить, ходить, есть, пить, но яйцо – это сложная структура. И без строительного материала она не появляется. Поэтому в корм обязательно добавляются мясокостная мука, источник животного белка, жмых или шрот, источник растительного белка, иногда рыбная мука, если есть возможность. И вот здесь разница колоссальная. Животный белок – это быстрый результат, растительный – это стабильность. Если убрать белок, яйценоскость падает почти сразу. Если дать белок, она возвращается. Теперь второй критический элемент – кальций. Скорлупа – это кальций. Но дело не только в скорлупе. Если кальция не хватает, курица начинает тянуть его из собственного организма. Кости ослабевают, птица становится вялой.
И в какой-то момент яйцо просто перестает формироваться. Поэтому в корм обязательно добавляется мел, ракушка или известняк. И вот теперь самое важное, что нужно понять. Когда вы просто сыпете зерно, вы даете курице только калории, без белка, без кальция, без баланса. Это прямой путь к тому, что происходит у большинства. Курица жиреет, садится, перестает нестись. И человек думает: порода плохая, время года не то, что-то с птицей. Нет, проблема в рационе. Курица – это система. Если в нее заложить правильное топливо, она работает идеально. Если заложить мусор или перекос, она останавливается. И вот что важно. Даже если вы сделаете идеальную сухую смесь, это еще не максимум. Потому что есть способ увеличить эффективность корма без увеличения его стоимости. Дальше я покажу, как из обычного зерна сделать корм, который усваивается почти полностью, дает больше энергии и реально поднимает яйценоскость уже через от 10 до 14 дней. Плюс я покажу полный замес и разложу все по деньгам. Сколько стоит домашний корм на самом деле и сколько вы переплачиваете за магазинный. Теперь мы подходим к самому важному, к тому, что действительно дает разницу в яйце, в его количестве и в здоровье птицы. Это тема, о которой в магазинах молчат. Производители комбикорма тоже молчат, по понятным причинам. Если птицевод поймет, как усилить корм в домашних условиях, он перестанет покупать дорогие мешки. Секретный ингредиент, который меняет все – ферментированное зерно. Кто-то делает проростки, кто-то делает закваску, но суть одна – мы даем курице зерно, которое уже разбудили. Почему это важно? Потому что обычное сухое зерно усваивается на от 55 до 65%. Остальное выходит через птицу транзитом. Да, она ест много, но не получает достаточного питания. Когда зерно проходит ферментацию, степень усвоения поднимается до 85-95%. Это почти в 2 раза эффективнее, чем просто сыпать зерно в кормушку. По сути, вы даете птице не корм, а концентрат. И это не маркетинг, это биохимия. Во время ферментации происходят 3 вещи. Первое. Зерно размягчается. Курица тратит меньше энергии на переваривание и больше на яйценоскость. Второе. Вырабатываются полезные бактерии. Они работают как натуральные пробиотики. Птичий кишечник начинает работать чище, быстрее и эффективнее. Третье. Скрытые питательные вещества становятся доступными. Пшеница, кукуруза и ячмень содержат ферменты и витамины, которые в сухом виде практически не используются. Вот почему ферментированный корм дает ощутимый подъем по яйцу уже через от 10 до 14 дней. Это не чудо, это правильное питание. Теперь коротко о том, как его делать. Процесс элементарный, и после того, как вы попробуете, вы больше никогда не вернетесь к сухому кормлению. Берем обычную зерносмесь. Пшеница – 40%, кукуруза – 30%, ячмень – 20%, 10% – то самое золотое ядро, мясокостная мука, жмых, рыбная мука, ракушка, мел. Смешиваем все в сухом виде. Теперь самое интересное. Заливаем смесь теплой водой, не кипятком, не холодной, теплой, чтобы запустить ферментацию, а не убить ее. Воды должно быть столько, чтобы зерно было полностью покрыто, но не плавало. Добавляем столовую ложку любой закваски, кефир, сыворотка, яблочный уксус, что есть. Можно даже просто оставить на естественную ферментацию, но с закваской процесс быстрее. Накрываем ведро крышкой, но не герметично, воздух должен выходить, и оставляем на сутки. Через 24 часа вы увидите, что зерно увеличилось в объеме, стало мягким, теплым, слегка пахнет квасом. Это и есть правильная ферментация. Такой корм птица ест в 2 раза быстрее и с огромным удовольствием. И самое главное, она усваивает почти все. Теперь давайте поговорим про главную тему, от которой всех трясет – деньги. Домашний корм кажется многим дорогим, но это только кажется. Давайте разложим по цифрам, спокойно, без эмоций. Представьте стандартную смесь. Пшеница – 14 рублей за килограмм, кукуруза – 16 рублей, ячмень – 13 рублей, мясокостная мука – 40 рублей, жмых –
28 рублей, ракушка – 8 рублей. Берем пропорции, о которых говорили ранее, и считаем. 40% пшеницы – 5,6 рубля, 30% кукурузы – 4,8 рубля, 20% ячменя – 2,6 рубля, 10% белково-минеральной составляющей в среднем от 3,2 до 3,5 рубля. Итого 16 рублей за килограмм полноценного корма. Теперь смотрим на магазин. Средняя цена мешка от 28 до 34 рублей за килограмм. Если дешевле, там либо бумага, либо пыль, либо то, что мы обсуждали в первой части. Разница очевидна. Домашний корм почти в 2 раза дешевле. Но это еще не все. Мы забываем о ферментации. Когда корм ферментируется, его усвоение увеличивается почти в 2 раза. То есть птица съедает столько же по весу, но получает в 2 раза больше питания. Если перевести это в деньги, реальная стоимость 1 килограмма ферментированного корма от 8 до 10 рублей в пересчете на эффективность. И вот теперь сравните. 30 рублей за магазинный или от 8 до 10 рублей за домашний, который, к тому же, работает лучше. Это не экономия, это разрыв. Поэтому мой совет простой. Не верьте мешку, верьте цифрам. Домашний корм – это не деревенская самодеятельность. Это экономически выгодная технология, которую хозяйство использует десятилетиями. И теперь финальная мысль. Вы можете смотреть видео, соглашаться или спорить. Это нормально. Но корм – это единственная вещь, которую можно проверить без теории. Просто возьмите свою птицу и переведите ее на состав, который я дал. Ферментация – сутки. Замес – 5 минут. Цена в 2 раза ниже и никакого риска. А результат вы увидите сами. Не через месяц, не когда потеплеет, а через от 10 до 14 дней. Посмотрите на яйцо, посмотрите на цвет желтка, посмотрите на количество. Запомните текущий уровень и сравните. И вы сами поймете, чем кормите птицу сейчас и чем ее можно кормить. Я не прошу верить на слово, я прошу сделать эксперимент, потому что курица никогда не врет, она отвечает яйцом. И это единственный честный критерий качества корма.